Всем привет! Еще с юных лет Вольфганг Амадей Моцарт начал интересоваться турецкой музыкой и турецкими традициями. Для Моцарта турки имели особое значение, как и Моцарт для турок. Османская империя и Австрия были давними врагами и воевали с перерывами с начала XVI века по конец XVIII. Австро-турецкие войны происходили очень часто. При этом в 1529 и 1683 годах турки даже брали Вену в осаду. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Это напоминает нынешнюю ситуацию в Российской Федерации. Власти изо всех сил говорят о загнивающей Европе, проклятом Западе, агрессивном блоке НАТО, а люди в это время слушают американскую музыку, пользуются американскими и европейскими технологиями. В 1699 году австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов. Тогда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну. Охрану делегации Османской империи несли янычары, и вместе с другими янычарами делегацию сопровождал и янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. Австрийцы пришли от янычарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах. И даже появились фальшивые турецкие оркестры, когда европейцы надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И некоторые последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому правительству с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Турецкие янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. Во время парадов янычары просто шли пешком, не в ногу. Очень часто даже пританцовывали с криками «Рахим Аллах», «Карим Аллах». Все это говорит о том, что в восточных армиях никогда не занимались строевой подготовкой и шагистикой. Перед игрой Мехтер Баши, руководитель оркестра, сообщал название мелодии, которую надо играть, а затем кричал «Хаздур! Хайдия Аллах!» И музыканты начинали играть. Даже после того, как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами, янычарские оркестры продолжали выступать в Европе вплоть до конца XIX века, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Так все турецкое вошло в моду. Например, османская одежда, как среди мужчин, так и среди женщин. А турецкий кофе, столь любимый Вольфгангом Амадеем Моцартом, прочно обосновался в рационе венцев. Помимо этого, множество композиторов, включая и Моцарта, активно интересовались произведениями Мехтер. Необычные турецкие музыкальные инструменты также стали входить в моду. Таким образом, тематизм, связанный с турками, быстро приобрел популярность и лег в основу музыкально-театральных постановок. Так в XVIII веке в Европе зародилось понятие турецкой оперы. Моцарт, следуя всеобщему повальному увлечению ко всему восточному, тоже не оставался в стороне. В 1779 году у композитора была возможность продемонстрировать свои способности в Зингшпиле на турецкую тему, причем по заказу самого императора. Однако это произведение так и осталось незавершенным. Впрочем, в 1782 году он все же написал оперу, использовав в ней турецкий сюжет. Этот комический музыкальный спектакль, получивший название «Похищение из Сираля», вошел в историю культуры как первая опера на немецком языке. Спустя год, в 1783 году, 27-летний Моцарт после рождения первенца
Вместе с женой Констанцией отправился в Зальцбург, чтобы помириться с отцом, который даже после свадьбы противился их союзу. Несмотря на все усилия, Леопольд своего мнения по этому поводу так и не изменил. И по стечению обстоятельств в Зальцбурге молодая семья Моцартов оставалась еще какое-то время. И существует предположение, что именно в это время композитор в числе других произведений написал фортепиано-сонату под номером 11, третью часть которой он назвал «Ронда а-ля турка». Важно отметить, что Моцарт к тому времени, несмотря на то, что был уже автором многочисленных произведений, в Вене был более известен не как композитор, а как виртуозный пианист. Поэтому в первые годы жизни в австрийской столице он в основном зарабатывал на жизнь тем, что занимался преподавательской деятельностью. И работая над своим творением, в первую очередь учитывал исполнительские возможности своих учеников. Соната номер 11 ля мажор впервые была опубликована в 1784 году. Как только эту музыку стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты сразу же отбросили за ненадобностью. Зато третья часть, Ронда а-ля турка, приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию, не спрашивая композитора, самовольно переименовали турецкая ронда в турецкий марш. И это название закрепилось и стало общепринятым. На самом деле турецкий марш совсем не марш. Это ошибка, и возникла она из-за ассоциативного ряда. Турецкая и ударная значит военная, военная значит марш. Но турецкий кофе есть, турецкий ковер тоже, а турецкого марша Моцарта нет. У нас нет сведений, как отнесся Вольфганг Амадей Моцарт к тому, что публика переименовала его турецкая ронда в турецкий марш. В конце жизни Моцарт очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого. Ведь ронда а-ля турка он никогда не называл своим главным произведением. Это был всего лишь незначительный эпизод в его творческой деятельности. В настоящее время это сочинение используется на всех высших приемах Турции и является визитной карточкой страны. Когда Моцарт писал турецкая ронда, он переложил традиционную оркестровую турецкую музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего слушать музыку в турецком стиле стало возможно и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где были рояль или пианино. Чтобы представить звучание янычарской музыки наиболее близкое к оригиналу, когда будете слушать аудиозапись произведения Моцарта, попробуйте представить, как бы звучала эта мелодия, если бы ее исполняли не на фортепиано, а на барабанах и других ударных инструментах. Хотя существуют и аранжировки турецкого ронда для оркестрового исполнения. Моцарта очень любят в Турции. Там это самый известный композитор из западных классиков. В Стамбуле проводится ежегодный фестиваль классической музыки имени Моцарта. В некоторых стамбульских школах мелодию турецкого ронда даже используют вместо школьного звонка. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!